Всем привет! Вы на YouTube-канале мастер-классы от Сафроновой Татьяны. В этом видео я вам покажу, как сшить юбочку в поперечную складку. Такую юбочку можно сшить на любой размер, любой длины и любой ширины. Чем шире будут заготовки полотнищ юбки, тем пышнее юбочка. И соответственно, если полотнище уже, тем более лаконичную форму приобретет юбочка. Также, если ткань заменить на более легкую, то юбка будет мягко не спадать, нежели в моем варианте. Я использовала костюмную ткань стрейч, которая придает стойкую пышность юбочке и хорошо держащую форму. У меня отрез ткани длиной 1 метр 5 сантиметров, шириной 1,40 м. Длина юбочки в готовом виде 38 сантиметров, без учета оборочки 31,5 сантиметров. Но чем будет длиннее ваш отрез, тем больше складок вы сможете заложить, тем длиннее, соответственно, будет ваша юбочка. Интервал складки равен 7,5 сантиметров. Размер моей юбочки подойдет ориентировочно на рост от 115 до 130 сантиметров. Также потребуются нитки в тон ткани, эластичная лента шириной 2 сантиметра. Вспомогательные инструменты, ножницы, линейки, сантиметровая лента, булавки, мелок для раскроя. Для нанесения линий по лицевой стороне ткани я буду использовать небольшой кусочек мыла, так как линии, нанесенные мылом, исчезают в отличие от линий, нанесенных мелком. Низ юбочки будет декорирован оборочкой из гофрированной ленты, ширина которой 8 сантиметров. Мне понадобится 3 метра. Прежде чем приступить к раскрою, ткань нужно постирать или намочить в теплой воде, высушить, затем хорошо отпарить, так как практически любая ткань дает усадку. Сразу выполню раскрой пояса по изнаночной стороне ткани, проверяю прямой угол и от края ткани отмеряю по 7 сантиметров, из которых 5 сантиметров ширина самого пояса. В готовом виде пояс будет равен 2,5 сантиметрам и по 1 сантиметру припуски на швы с каждой стороны. Соединяю метки, прочерчивая линию. Длину пояса возьму 95 сантиметров, чтобы при надевании юбочка свободно проходила через бедра, так как юбочка будет без застежек. Можно взять и меньшую длину заготовки пояса, но у меня пышная юбочка, и чтобы пояс хорошо выдерживал объем, беру длину на 25 сантиметров больше обхвата бедер. Вырезаю. Оставшийся размеченный участок ткани срезаю, чтобы отрез был с ровным прямым краем. Ткань складываю вдвое лицевой стороной вовнутрь. Срезы и кромки совмещаю. Сгиб скалываю булавочками, чтобы ткань не ерзала. И точно по сгибу разрезаю. Кромку срежу на оверлоке при обработке срезов. Если у вас нет оверлока, то кромку нужно заранее срезать. У меня ткань двухсторонняя, поэтому для себя отмечу изнаночную сторону заготовок полотнищ юбочки. Изнаночную и лицевую стороны в двухсторонних тканях я определяю по кромке, по проколам, выполненным ткацким станком. Иглы обычно вводят с изнаночной стороны, образуются дырочки, которые с лицевой стороны соответственно выпуклые. Но в двухсторонних тканях раскрой можно выполнить на той стороне, которая вас больше привлекает. Также лучше отметить направление ткани, чтобы закладывать складки в одну сторону, так как при разном направлении один и тот же материал может выглядеть по-разному. Сразу выполним боковые швы. Обрабатываю на оверлоке боковые срезы полотнищ. Можно просто проложить зигзагообразную строчку. Складываю полотнище лицевой стороной к лицевой стороне, скалываю булавочками боковые срезы.
Булавочки вкалываю перпендикулярно будущим швам, так как швы буду прокладывать сразу поверх булавок. Продолжаем скалывать до противоположного уголочка. У пояса также обрабатываю боковые срезы на оверлоке. Концы пояса сколола лицевыми сторонами. Стачиваю боковые срезы полотнищ юбки и концы пояса. Закрепляю строчку. Стачиваю на расстоянии 1 см от края. Концы пояса стачиваю также на расстоянии 1 см от края. Не забываем делать закрепку в начале и в конце строчки. Булавочки убираю. Припуски швов разутюживаю. Теперь обработаю верхние и нижние срезы юбочки и пояса на оверлоке. Можно обработать края зигзагообразной строчкой. Края обрабатываю по изнаночной стороне, чтобы видеть припуски швов, которые должны быть направлены в разные стороны. Обработала один край и теперь соответственно противоположный. Также и у юбочки следим, чтобы припуски были направлены в разные стороны. Юбочку выворачиваю на лицевую сторону, выравниваю так, чтобы боковые швы лежали точно по краям. От края прямо по лицевой стороне откладываю 1,5 см на припуски. Это будет линия шва притачивания пояса. Линии и метки наношу кусочком мыла, так как при отпаривании изделия эти линии исчезнут. Можно также воспользоваться волшебным портновским мелком или разметить все линии сметочными стежками. Отчерчиваю линию, совмещая метки. И от размеченной линии шва притачивания пояса отмечаю линию верхнего сгиба на расстоянии 5 см. И далее все оставшиеся линии сгибов складок размечаю с интервалом по 7,5 см. Всего у меня размеченных линий сгибов складок получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переворачиваем юбочку на другую сторону и расчерчиваем аналогичные линии. Совмещаю размеченные линии с расчерченными линиями другого полотнища. С одного края и с другого края. И далее совмещаю по размеченным меткам.
расчертила. И теперь мы будем юбочку поочередно складывать по каждой расчерченной линии сгиба складки изнаночной стороной вовнутрь и отстрачивать сгибы на расстоянии по 2,5 см. Находим на игольной пластине нужное расстояние от центральной позиции иглы. Вот нужная мне направительная линия, соответствующая 2,5 см. Совмещаю боковой шов, можно сколоть его булавочкой. Начну строчку от боковой линии шва. Ширина складки 2,5 см. Делаю закрепку в начале строчки, сделав несколько стежков в одну точку. Отстрачиваю. Складываю по линии сгиба, продолжаю строчку. Опять складываю, чтобы размеченная линия располагалась по краю, и отстрачиваю. Продолжаем. Совмещаю противоположную линию шва, продолжаю строчку. Заканчиваю строчку точно в начало строчки. Закрепляю. Нити обрезаю. Первая складочка готова. И сразу приступаю к следующей складке. Опять совмещаю линию шва. Делаю закрепку точно в шов, поставив регулятор длины стежка на 0. Складываю ткань по размеченной линии сгиба складки и на расстоянии 2,5 см прокладываю строчку. И так далее. Складываю, отстрачиваю. Противоположную линию шва совмещаю. Продолжаю строчку. Заканчиваю строчку точно в начало строчки. Закрепку делаю также точно в шов, поставив регулятор длины стежка на 0. Вот такие складочки должны получаться, то есть получается предыдущая складка находит на шов следующей складки, поэтому все швы будут скрыты. Совмещаю линию шва, делаю закрепку точно в шов, складываю ткань по размеченной линии сгиба складки и на расстоянии 2,5 см прокладываю строчку. Продолжаем. Отстрочила все сгибы. Теперь нужно все складки заутюжить вниз. Слегка выправляю полотнище и заутюживаю. Дополнительно проутюживаю изнаночную сторону юбочки. Вот что получилось. Верхний срез юбки присбориваем до длины пояса. Для этого длину стежка и регулятор натяжения нити ставлю на максимальное значение.
И не делая закрепок, прокладываю строчку на расстоянии 5 мм от среза. Чтобы было легче и равномернее выполнять присборивание, заканчиваю строчку противоположного бокового шва. Вытягиваю нити, обрезаю и прокладываю новую строчку по верхнему срезу другого полотнища от бокового шва. То есть нити присборивания будут расположены с двух сторон по бокам. По правилам нужно проложить 2 строчки рядом для присборивания, и уже между ними должен располагаться шов притачивания. И потом нижнюю строчку присборивания нужно убирать. Но так как я обычно плотно и часто скалываю детали булавочками перпендикулярно будущему шву и прокладываю строчку поверх булавок, и мне достаточно этой фиксации, чтобы сборки лежали ровно, поэтому проложу одну строчку присборивания. Итак, тянем зашпульную нить и присбориваем верхний срез юбочки до длины пояса, равномерно распределяя сборки. Присборила одну половинку юбочки. Связываю концы шпульной и игольной нити между собой. Аналогично присбориваю верхний срез другой половинки юбочки до длины половинки пояса. Концы нитей связываю. Сборки равномерно распределяю. Пояс складываю вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, срезы совмещаю, сгиб пояса приутюживаю. Теперь складываю по шву, нахожу противоположную боковую середину, отмечаю ее булавочкой. Разложила юбочку. Это у меня будет передняя часть юбочки, это правый шов, это левый. Шов пояса будет расположен с левой стороны. Внешнюю половинку пояса прикладываю к верхнему срезу юбки, швы совмещаю, скалываю булавочками и противоположные боковые середины скалываю лицевой стороной к лицевой стороне. Булавочки вкалываю со стороны полотнища юбочки, так при стачивании будет проще контролировать подачу ткани и распределение сборок. Скалываем поочередно оставшиеся участки пояса с верхним срезом юбочки. Продолжаем по всей окружности. Сколола. Пояс пока разложу и проложу единую строчку по всей окружности верхнего среза. Для удобства снимаю отсек под рабочим столиком. Надеваю верхнюю часть юбочки на рабочий столик. Так проще работать при шитье изделия по кругу. Прокладываю строчку близко к строчке присборивания. Не забываем делать закрепки в начале и в конце строчки. По мере необходимости останавливаюсь и поправляю сборки. Заканчиваю строчку точно в начало, точно в шов. Булавочки убираю. С внутренней стороны пояс можно притачать разными способами. Для начала нужно заутюжить припуски шва на пояс. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и с лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя при этом внутренний срез.
либо подвернуть внутренний срез и пришить вручную к припускам шва. Или подвернуть, приметать поверх шва притачивания и также проложить строчку с лицевой стороны точно в шов притачивания, закрепляя при этом внутренний срез. Я выберу первый вариант, так как после вдевания эластичной ленты пояс еще будет присбориваться, и я не хочу сильного утолщения в области шва. Итак, выполнила строчку точно в шов притачивания пояса. Оставила открытым срез для вдевания эластичной ленты, примерно 1,5–2 см. Когда расправляем изделие, стежки не видны. При помощи булавочки вдеваю эластичную ленту в пояс. Концы ленты сшиваю, прокладываю строчку на оставшемся участке пояса, также в шов притачивания пояса. Далее припуск на подгибку низа нужно заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. У меня низ юбочки будет декорирован оборочкой, которую я выполню из гофрированной ленты. Небольшой отрезок ленты я оставила для цветочка, украшения. Концы ленты сшила запашивочным швом с подгибкой, чтобы срезы не осыпались. Далее ленту сложила, отметила противоположную боковую середину. И между боковыми серединами линии середин переда и спинки. У юбочки также отмечаю линии середины переда и линию середины спинки. Ставлю длину стежка и регулятор натяжения нити на максимальное значение. Прокладываю строчку по краю ленты, не делая закрепок в начале и в конце строчки. Это булавочка отметка центральной середины. Дохожу до боковой середины и здесь вытяну ниточку, чтобы было легче присборивать с боковые середины с двух сторон. Булавочку можно убрать. Возобновляю строчку рядом с предыдущей строчкой и продолжаю до другой боковой середины. Закончила. Обрезаю нить. И рядом на расстоянии примерно 1 см от предыдущей строчки проложу еще одну строчку присборивания. Тянем зашпульную нить, присбориваем оборочку до ширины юбочки, равномерно распределяя сборки. Сколола булавочками юбочку с оборкой лицевой стороной к лицевой стороне. Пока нижний срез оборочки направлен вверх на юбочку, когда шов стачивания будет выполнен, и оборочка и низ юбочки будут направлены вниз, аналогично складкам. Для начала сколола булавочками метки боковых середин, затем метки центральных середин и уже распределила равномерно сборки между этими участками, сколола все остальное. Прокладываю широкую строчку между строчками присборивания, не заходя на эти строчки, чтобы строчки присборивания впоследствии можно было легко убрать. Можно проложить 2 прямые строчки рядом со строчками присборивания.
Ширина моей строчки 6,5 сантиметров, и она не соприкасается с линиями присборивания. Убираю булавки и удаляю строчки присборивания, чтобы не было видно этой строчки с лицевой стороны. Убираю небольшими участками, чтобы не повредить ленту. Далее припуск на подгибку низа вместе с оборочкой отворачиваю на изнаночную сторону и фиксирую булавочками. Можно предварительно заутюжить. Примерно от края до отстрочного сгиба складки 2 см. Чтобы когда мы настрочили припуск на юбочку, этот шов с лицевой стороны был спрятан под складочкой. Настрачиваю припуск на подгибку низа на юбочку. Предварительно отвернула нижнюю складку вверх, чтобы она не попала в шов. И по ходу прокладывания строчки нужно за этим следить. Прокладываю строчку. Припуск заутюживаем, юбочка готова. Сделала небольшое украшение для пояса юбочки из оставленного отрезка гофрированной ленты, а также из атласных лент того же цвета.